Свой альбом под названием «Give My Regards to Broad Street» Пол Маккартни выпустил в 1984 году. Перевод названия этого альбома означает «Передай привет Брод-стрит». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Озвучивая критическую оценку этого альбома, критики часто забывают, что этот альбом с саундтреком, а критики альбома вряд ли видели сам фильм. Как в СССР когда-то шутили, фильм не видел, но осуждаю. Большинство критиков очень негативно оценивают этот альбом, называя его худшим из худших альбомов Пола Маккартни и считая этот альбом огромной ошибкой. Сам фильм, как и саундтрек к нему, также оценивался очень негативно. В прокате музыкальный фильм «Передай привет Брод-стрит» провалился. Этот альбом, по сути, сборник песен, состоящих из знаменитых песен группы Beatles, группы Wings и сольных альбомов Маккартни. Хитов здесь предостаточно. Из-за избыточной продолжительности выбранных для альбома песен, для выпуска на виниле песни пришлось отредактировать в сторону уменьшения длительности их звучания. Кавер-версии на песни Beatles, звучащие на этом альбоме, Маккартни посвятил погибшему коллеге по группе Beatles Джону Леннону. В записи альбома приняли участие и Ринго Старр, отыгравший на нескольких треках, и Линда Маккартни на клавишных, и Дэвид Гилмор на одном треке исполнял партию гитары. Продюсер этого альбома Джош Мартин также сыграл на альбоме на пианино. Да и вообще в записи альбома приняли участие многие музыканты. Альбом достиг первой позиции в британском чарте и получил платину. Для меня эта пластинка интересна интерпретацией известных и любимых песен сэра Пола. Хотя именно из-за этого Маккартни и был больше всего критикуем. Его обвиняли в небрежном, скучном исполнении всеми любимых песен, хотя пару-тройку ремейков некоторые критики таки хвалили и даже утверждали, что они звучат лучше оригиналов. К примеру, песни For No One, Here, There and Everywhere. На альбоме, кроме уже известных песен, есть и 3 песни, ранее не издававшиеся. Критики обвиняли этот альбом в излишнем использовании духовых инструментов. Хорошо, что я не критик и могу спокойно слушать этот альбом, а не разбирать его недостатки по атомам. Некоторые критики не понимают своего счастья. У них есть огромный музыкальный слон, на которого можно всю жизнь спокойно лаять и этим лаем зарабатывать себе на жизнь. И при этом позиционировать себя как гуру и патриарха музыкальной вселенной. Свой следующий студийный альбом Пол Маккартни выпустил в 1986 году. И назывался он Press to Play – «Нажми, чтобы играть». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. На обложке альбома мы видим Пола и Линду Маккартни. Это фото сделал знаменитый фотограф Джордж Харрелл. Пол Маккартни кричит в песне Angry, обращаясь к критикам его песен: «Какой, черт возьми, ты имеешь право говорить мне, что мне делать со своей жизнью?» Это накипевшее возмущение Пола из-за постоянной критики его песен о любви, нежных душевных мелодий и в целом оптимистической направленности его творений. После негативного восприятия предыдущего альбома «Передай привет Брод-стрит» своим новым альбомом Press to Play Маккартни попытался исправить ситуацию. Пол нанял нового сопродюсера Хью Пэтхэма, который придал более современное, насыщенное, синтезированное звучание новому альбому. Как вы знаете, Хью Пэтхэм создал аудиотехнику закрытого барабана, которая придала ряду альбомов той эпохи прототипическое звучание 80-х. Хью работал над альбомами для Genesis, Фила Коллинса, группы The Police, Дэвида Боуи, Пола Янга и других исполнителей того времени. Хью Пэтхэм потом вспоминал, как он был взволнован, когда к нему, 28-летнему парню, обратился сам Пол Маккартни с предложением поработать над новым альбомом Пола. Но еще больше Хью был взволнован, когда прослушал демозаписи этого альбома. Как выразился Пэтхэм, это были песни для пения у костра в сопровождении аккомпанемента пары гитар. Хью боялся прямо выразить Маккартни свое мнение о песенном материале, поэтому он подошел однажды к Маккартни и рассказал, что ему приснился сон, котором он увидел, что выпустил с Маккартни плохой, слащавый, ненавистный ему альбом,
который разрушил всю его карьеру. Пол воспринял это как предупреждение, которое надо учесть. Впоследствии Хью Пэтхэм так и говорил, что он не гордится этим альбомом. Эрик Стюарт из группы 10cc написал в соавторстве с Маккартни 6 из 10 песен этого альбома, а в результате был уволен из проекта. В записи альбома также приняли участие приглашенные знаменитые музыканты: гитарист Пит Таунсенд, барабанщик и вокалист Фил Коллинз, клавишник Эдди Рейнер и другие. Свой творческий настрой Маккартни демонстрирует в словах песни «Only Love Remains», где Пол поет: «Положить песок внутри устрицы и превратить его в жемчужину». Или, как он говорил, «Возьмите грустную песню и сделайте ее лучше». Альбом не вошел даже в двадцатку лучших в США, но поднялся на 8-е место в Великобритании. Как иногда говорят об этом альбоме, это достаточно хороший альбом для середины 80-х, но недостаточно хороший, чтобы быть альбомом Пола Маккартни. Критики иронизируют по поводу этого альбома. Такое впечатление, что здесь Пол Маккартни скорее приглашенный артист на своем собственном альбоме. В своих ретроспективных обзорах альбома музыкальные обозреватели были более благосклонны к альбому и даже отзываются о нем восторженно. От себя скажу, что этот альбом не входит в число моих самых любимых альбомов Маккартни. Сборный альбом Пола Маккартни, выпущенный в 1987 году, назывался All the Best. Всего наилучшего. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Всего наилучшего – это второй официальный сборник музыки Пола Маккартни после альбома Wings Greatest, который был выпущен в 1978 году. 8 песен со сборника группы Wings присутствуют и здесь. Если будете покупать этот сборник, то обратите внимание, где он был выпущен – в США или в Великобритании, так как эти выпуски отличаются по количеству песен. В американском выпуске их 17, в английском 20. Также выпуски разнятся по составу песен, так и по порядку их расположения на альбоме. Определить для себя, какой лучше выпуск купить, американский или английский, лучше всего изучив, в каком выпуске больше всего любимых именно вами песен. Сборник All the Best был коммерчески успешным и занял второе место в чарте Великобритании. В США сборник, хотя и поднялся только на 62-ю строчку, стал дважды платиновым. Свой очередной альбом Пол Маккартни выпустил в 1988 году. Он назывался «Снова в СССР». В моей коллекции данный альбом представлен перевыпуском 1989 года, выпущенного фирмой «Мелодия». Альбом в основном состоит из каверов на старые рок-н-ролльные песни. Как вы знаете, выпускался этот альбом сначала только в СССР. Потом в 1991 году был выпущен на CD и кассетах в других странах мира, включая США. Альбом поднялся на 63 место в чарте Великобритании и на 109 место в чарте США. От себя могу сказать, что я лучше послушаю в исполнении Сэра Пола его собственные песни, чем кавер на этом альбоме. Хотя здесь действительно каверы на песни знаменитых исполнителей прошлых лет. И старый добрый рок-н-ролл звучит в исполнении Пола свежо и ободряюще. В 1989 году выходит очередной альбом Пола Маккартни под названием Flowers in the Dirt – «Цветы грязи». Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Причем в очень интересном исполнении. Это номерной бокс, в котором кроме самого альбома присутствует 7-дюймовый сингл, постеры и масса других материалов. Это специальное лимитированное номерное издание под названием World Tour Pack, в которое вошла пара постеров, 2 буклета, односторонний сингл с ранее не издававшейся песней Party Party, наклейка на бампер с надписью «Я лучше буду слушать Маккартни», 6 почтовых открыток, маршрут международного концертного тура, ну и сам альбом. Номер моего экземпляра 2646. Обложка самого альбома была результатом сотрудничества художника Брайана Кларка, который нарисовал холст и расставил цветы, и Линды Маккартни, которая сделала фотографию для обложки. В работе над альбомом Маккартни сотрудничал с бывшим панком и фанатом Битлз Элвисом Костелло, а потом пригласил в качестве продюсеров целую творческую группу. Линда Маккартни также помогала с бэк-вокалом и клавишными. Друг Маккартни Дэвид Гилмор из Pink Floyd сыграл на гитаре в треке We Got Married.
Песню «You Won't Hear Too» Пол спел дуэтом с Элвисом Костелло. Кстати, Костелло был соавтором 4 песен на этом альбоме, но указан там под своим настоящим именем – Деклан Макманус. Название альбома «Flowers in the Dirt» на самом деле происходит от песни «That Day Is Done», которую Маккартни написал в соавторстве с Костелло. Сотрудничество Маккартни и Костелло было удачным и успешным. Их слаженная работа дала хороший, интересный конечный результат. После слабого внимания публики к его предыдущему сольному альбому, Маккартни решительно настроился выпустить амбициозный новый альбом, и это ему удалось. Альбом «Flowers in the Dirt» занял первое место в чарте Великобритании, в Европе и Японии. В США альбом поднялся на номер 21 и оставался в чартах в течение года, став золотым. Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков. С этим альбомом Маккартни отправился в мировое концертное турне, которое имело огромный успех. Один из моих самых любимых треков на этом альбоме – это песня «Distractions». Песня написана в лучших традициях Маккартни. Свой первый сольный концертный альбом Пол Маккартни выпустил в 1990 году. Он выходил в 2 вариантах. Полный вариант на 3 винилах и сокращенный вариант на 1 виниле. Альбом назывался в полном варианте Tripping the Life Fantastic, в сокращенном варианте на 1 виниле он назывался Tripping the Life Fantastic Highlights. В моей коллекции данный альбом представлен сокращенным вариантом, оригиналом, выпущенным в США. Содержание альбома Tripping the Life Fantastic представляет весь период музыкальной карьеры сэра Пола, от его песен времен Beatles до его последнего альбома Flowers in the Dirt. А также здесь включены несколько уникальных каверов. Альбом Tripping the Life Fantastic достиг 17 места в чарте Великобритании и 26 места в США. Название альбома является намеком на фразу «Tripping the Life Fantastic», означающую танцевать под музыкальное сопровождение. Это фраза из стихотворения Джона Мильтона «L'Allegro». Обращаю ваше внимание на интересную деталь. На сокращенном одновиниловом варианте этого концертного альбома есть песня «All My Trials». На полном варианте концертного альбома на 3 винилах этой песни нет вообще. Странно. Несмотря на огромный заряд оптимизма и восторга, который дарит со сцены Пол Маккартни, когда вы присутствуете в зале или на стадионе и смотрите прямо на сцену, когда вы слушаете его концерт с пластинки, устроившись удобно в домашнем кресле, вы начинаете замечать, что концертные варианты некоторых любимых песен явно уступают студийным записям. Но это технически абсолютно понятно, хотя бывает и наоборот, с огромным количеством концертных альбомов разных исполнителей. В этом конкретном случае с концертным альбомом Маккартни, если вам нужно насладиться хорошим вариантом любимых песен, то, думаю, лучше будет воспользоваться оригинальными альбомами. А если для вас первичным является желание получить энергетический заряд от живого шоу, то этот альбом для вас. Но опять же, как вы знаете, в этот концертный альбом вошло немало песен с последнего студийного альбома Маккартни «Flowers in the Dirt». Некоторые из них в концертной версии только выигрывают здесь звучание, насыщаясь энергией живого выступления со сцены. Надо отметить, что концертная группа Маккартни, которую мы слышим на этом альбоме, имеет больший состав по сравнению с теми, с которыми выступал Пол за последние десятилетия, и это пошло на пользу звучанию. Сокращенный вариант альбома на 1 виниле Tripping the Life Fantastic Highlights не попал в чарты Великобритании и достиг только 141 места в США в Billboard 200, хотя таки и стал платиновым.